Пришла пора весеннего равноденствия, и теперь с каждым днем дневного света будет больше, чем тьмы. А это значит, что пришла пора оживать всему. Птицы уже вовсю возвращаются косяками домой, а почки на деревьях неторопливо открывают глаза. В еще не проснувшейся тишине леса звонко поют птицы, и начинают проявляться самые первые признаки того, что скоро здесь закипит бурная лесная жизнь. Идем скорее, что ты тут сидишь, когда речка бурлит, а ты сидишь. Скорее, скорее, говорю, иди. Наша река Шушве уже полностью открылась, и все льдины и большие ветки унесло дальше по течению. Кажется, как будто речка умывается первой весенней водой в ожидании свежего весеннего наряда для своих берегов. Камни у маленького водопада, словно оголенные плечи реки, проявились из-под воды, и кружево из пены ложатся на них струями и искрящимися брызгами. После приветствия реки мы с Хуго решили забраться на горку и посмотреть, как там идут дела. Мы пришли на горку, а она вся еще сонная, взгляд ее еще затуманен, но виднеется уже блаженная улыбка на ее лице. Похоже, что она просыпается в этот раз в хорошем настроении. Это настроение уже возможно почувствовать сердцем, но еще не слишком видно глазами. И тут, внизу у ручья, только пару недель назад сошел снег, поэтому вокруг много сухой травы и прошлогодней листвы. Так, погуляв немного, проведав излюбленные места, мы решили ее больше не беспокоить. Пускай тихо просыпается все в ней, и она сама
во всем.